Всем привет! Мы с вами в Таллине. И считается, что именно в этом городе в 1441 году поставили первую рождественскую елку. Давайте отправимся вместе с нами в путешествие по этому прекрасному городу. Хотели бы увидеть Таллин в 3 плоскостях – под землей, на земле и с высоты птичьего полета? Тогда присаживайтесь поудобней, и мы отправимся в путешествие по старинным улочкам Таллина, окунемся в атмосферу Средневековья, посидим на троне и полюбуемся городом как с высоты птичьего полета, так и из его подземелий. Вас ждут самые интересные музеи города и его загадочные уголки. В нашем видео вы почувствуете всю магию Таллина, и, возможно, он станет вашей следующей мечтой для путешествия. Сейчас мы находимся возле церкви Святого Николая, либо Нигулиста. Это уникальное место, потому что в средние века здесь находились склады, на которых купцы складывали свои товары, и это своеобразная биржа была, где они заключали сделки купли-продажи товаров. Давайте заглянем внутрь этого музея. В этом музее устанавливается одна из самых красивых елок на Рождество в городе. Уже 8-й год подряд в музее Нигулиста устанавливаются тематические елки. В этом году тематика единороги. Не спрашивайте меня почему, но в средние века они были популярны. Также здесь устанавливаются очень красивые елки с декоративным агентством шиши. Можно потрогать филина такого. Очень красивые и завораживающие елки. Ну а если вы увлекаетесь хобби-хорсингом, можно позаниматься на единороге. Ну или если в душе чувствуете себя единорогом, можно здесь шапочку единорога. Ха-ха-ха! Здесь также можно прочитать разные книжки про единорогов, проверить разные ящички, открыть дверцы и заглянуть, что же там за стеклом. Здесь в Нигулисте находится уникальная картина Бернта Нотке «Пляски смерти». Эта картина нам напоминает о том, что все мы перед смертью равны. Неважно, богатый вы человек, либо бедный, все мы будем на том свете. И эта картина как раз об этом. Стоит она, на минуточку, $100 миллионов. И 3 года назад построили вот такой вот прекрасный лифт, и можно подняться прямо на самый верх и наблюдать за городом. Поднявшись наверх, можно наблюдать за прекрасными видами старого города Таллина. Также, если вам хочется размять ноги, можно прогуляться по 233 ступенькам вниз. Нам очень сильно повезло попасть на репетицию музыкантов в Нигулисте. Сейчас мы находимся возле Вирусских ворот или ворот Виру. Это восточный вход в средневековый Таллин. Раньше это было серьезное оборонительное сооружение, потому что перед воротами был вырыт ров с водой, был подъемный мост деревянный. Также была большая надвратная квадратная башня, которую снесли в 19 веке, потому что общественному транспорту мешали эти ворота, и конные упряжки, которые тянули трамваи, здесь проходили под этими воротами. Сейчас это одна из визитных карточек города Таллина, и многие приезжают сюда сфотографироваться, либо снять видео. Также здесь находятся цветочные магазинчики с красивыми веночками рождественскими и мой друг Пикачу.
Недалеко от ворот Виру находится самая короткая улица Катарина Кайк. Давайте заглянем туда и посмотрим. Небольшой переулок длиной всего около 100 метров стал одним из самых узнаваемых символов Таллина. Ощущение такое, как будто время тут застыло, и ты находишься в Средневековье. Атмосферу места создают не только древние каменные стены, оставшиеся от церкви XIV века, но и мастерские ремесленников, что находятся в этом переулке, а в витринах сверкают уникальные изделия ручной работы. Почти за углом от переулка Катарины находится дворик мастеров, куда нам обязательно советовали заглянуть. Все еще создается по старым технологиям. Здесь можно купить разные изделия из кожи, глины и стекла, а также очень примечательное место – это шоколадница, которая здесь находится. Мы обязательно туда сходим. В шоколаднице царил невероятный ажиотаж, и свободных мест не оказалось. Но это совсем не испортило впечатление. Само место очень атмосферное, оформлено в изысканном французском стиле XIX века. И мы решили не огорчаться и отправились исследовать мастерские ремесленников, где с интересом посмотрели, что же они создают и предлагают. Также на входе висит интересная фотография, как этот дворик выглядел в 90-е годы. И можно сравнить с картинкой, как он выглядит в наши дни. Сейчас мы находимся в кафе «Майя Смок». Оно считается самым старым кафе в городе. Основано в 1864 году. Мы заказали горячий шоколад и несколько тортиков. За все это удовольствие мы заплатили 21 евро. Также в кафе «Майя Смок» есть музей марципана. С карточкой Tallinn Card вы можете также получить бесплатный подарочек в Майя Смок. Это вот такая марципанка. Можно выбрать даже, какой вкус вам больше по душе. Если в каком-нибудь туристическом месте видите очередь, то можно зайти посмотреть, что там продает вкусненького. За 4 евро здесь можно купить глёк, горячее вино, и также получаете 2 пончика. Когда гуляешь по утреннему Таллину, как будто теряешься во времени, потому что ты не видишь современных людей, машины, и кажется, как будто попал в прошлое. Ну а ночью количество людей тебя обратно переносит в 21 век. Всякие разные экскурсии, которые идут с Ратушной площади, либо наоборот идут на нее. Позже мы оказались у Риги Когу, что рядом с собором Александра Невского, куда мы тоже зашли. В Риге принято трубочисту потереть пуговицу, а тут, оказывается, и пуговицу, и нос заодно. Неподалеку от трубочиста есть кинотеатр «Сипрус». Рядом с церковью Николайса находится туристический инфоцентр, куда мы с вами сейчас и отправимся. Посещая Таллин, обязательно советуем купить Tallinn-карту. Ее также можно заинсталлировать на телефоне и использовать уже в момент, когда вы приехали в Таллин, и использовать общественный транспорт бесплатно. Для более удобного использования советуем скачать приложение, в котором можно ознакомиться со всеми достопримечательностями, спланировать свой маршрут и прочитать различную полезную информацию о местах.
За моей спиной находится церковь Святого Олафа, вот та вот высокая церковь. И вы не поверите, то, что с 1549 года по 1625 год она была самым высоким зданием в мире. А здесь, на развилке между садом датского короля и тропинкой к верхнему городу, находится такая дверь, которая датируется 1601 годом. Она такая красивая, оригинальная, аутентичная. И раньше на ночь она закрывалась, и нельзя было попасть с той стороны вниз, либо снизу наверх. Также это является шорткатом. Можно с той улицы спуститься вниз к ратуше, чтобы не обходить все по кругу. Поднимаясь по лестнице от этой двери, вы попадете к улице с выразительным названием Пик-Ялк или улица длинной ноги, с таким вот характерным сапожком. Она отделяла раньше Нижний город от Вышгорода. Сейчас мы с вами находимся в красивом сквере в верхнем городе, сад датского короля. По легенде, именно в этом месте, когда датчане бились с эстонцами в 1219 году, датский король попросил у Бога помощи: «Дай мне, Боже, какое-то знамя». И в этот момент датские воины увидели красное знамя с белым крестом. С того времени это знамя носит название Даннеброг, является флагом Дании. В этом же сквере находятся 3 2,5-метровых монаха. Это молящийся монах Варфоломей, это наблюдающий монах Клавдий, а это ждущий монах Амвросий. Говорят, что если потереть ему руку, то она принесет удачу. В той битве датчане победили и почти 100 лет правили Эстонией. Здесь же находится прекрасно сохранившаяся городская стена, на которую тоже можно подняться. Говорят, что это самое лучшее место для установки этих монахов, потому что концентрация привидений в этой части города самая большая. Крепостная стена является живописным уголком Таллина, где приятно проводить время как вечером, так и днем. Нашим следующим местом стала башня Кикендекёк. Она одна из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся оборонительных башен Таллина, возведенная в 15 веке. Сегодня Кикендекёк — это не только исторический памятник, но и музей, где можно узнать о средневековой системе обороны, военных сражениях и жизни города в те времена. Посетители могут подняться на верхние этажи башни. Оттуда открывается великолепный вид на старый город и его окрестности. Отдыхающий солдат у нас лежит. Сейчас мы зашли в башню Кикендекёк, что в переводе с старонемецкого означало «загляни в кухню». И действительно, можно с этой башни заглянуть в кухни горожан, потому что она находится выше, чем дома. И мы вышли как раз на городскую стену, где мы были уже и смотрели монахов. В Девичьей башне есть экспозиция, где можно посмотреть, как выглядел сад датского короля. А тут у нас художественная мастерская с видом на старый Таллин. Очень красивое, колоритное и аутентичное место. Если вы устали гулять по выставкам, то можно зайти в Девичью башню и отведать кофе с пирожными. Есть версия, что название Девичьей башни происходит от того, что здесь была раньше тюрьма для девушек легкого поведения. Можно представить себя стражником, который стоял, ходил на этой стене и высматривал врага из лука, стрелял, или из ружья. Любителям оружия здесь определенно понравится, так как здесь выставлено много различных доспехов и холодного оружия.
Тут у нас условия быта. Тут у нас свиная ножка жарится. А запах. В этой башне Кикиндакёк очень интересные интегрированные отопительные системы. Вот это не какой-то камень декоративный, это полноценная батарея, которая греет помещение. На мой взгляд, очень круто выглядит и практически незаметно. Тут все можно представить королем Вильгельмом II, которому явился датский флаг. Кроме того, Кикиндакёк является входом в подземные ходы бастионов. Мы там были практически одни. И было немного жутковато. Первая часть туннеля представляет из себя разные этапы жизни города, начиная от 90-х годов, когда он был полузаброшенным и его облюбовали бомжи. В 80-х годах там прятались различные неформалы. В советское время оно использовалось как бомбоубежище. Там было проведено электричество и вентиляция. Спускаясь все ниже и ниже, мы пришли к музею резного камня Таллина. Атмосферное освещение и камеры, посвященные различным темам, играют решающую роль в том, чтобы сделать выставку единым целым. В музее посетители могут пройти через райский сад, колонный сад, зал смерти и зал солнца. Здесь посетители могут узнать и прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу средневекового Таллина. Из катакомб Бастиона мы выходим на площадь Независимости и направляемся обратно в старый город. Зимой также в Таллине открывается каток под открытым небом возле Нигулиста. Сейчас подойдем ближе и посмотрим на него. Вот такая вот красота тут. Люди учатся кататься. Большие, маленькие, как говорится. Можно взять за 6 евро такого тюленя, на котором можно облокачиваться и детишкам учиться кататься. Вечером куда больше людей на катке. Дети, взрослые катаются. Этот музей разбит на 3 уровня: подводный, как, например, здесь остов корабля остался, либо здесь подводная лодка. Водные — это корабли, всякие буи, лодки маленькие, и там воздушные, там несколько самолетов над головой висит. Главная особенность музея – это интерактивность. Почти все экспонаты можно не только увидеть, но и потрогать. Погружаемся.
можно зайти внутрь лодки Лимбит, походить внутри. Кстати, высота лодки достаточно высокая и позволяет мне при 1,85 м спокойно тут ходить, не пригибаясь. Есть перископ такой, можно пощупать его. Там торпедный отсек, там кормовая часть лодки. В принципе, интересно полазить, если ни разу не были в подводной лодке, будет очень интересно. Торпедный отсек у нас тут такой. Вполне так комфортненько тут. Тут у нас двигатель находится. Благодаря мультимедийным технологиям посетители могут участвовать в различных активностях. Есть возможность полетать на симуляторе и испытать, как это летать на таком небольшом самолете. Или поиграться с радиоуправляемыми судами в специально оборудованном бассейне. Царство торпед и подводных мин. Можно посмотреть, как она устроена. Там же выставлен остов корабля 16 века. Такая у нас желтая подводная лодка с котом-капитаном. Сейчас посмотрим, что там внутри у нас есть. Набережная Нобластнер – отличное место для времяпроведения. Она прекрасна как летом, здесь можно около водички сидеть, отдыхать. Также и зимой, здесь очень красиво украшено все пространство. В начале 20 века два бизнесмена, Артур Леснер и Эммануэль Нобель. Кстати, Эммануэль Нобель – это племянник Альфреда Нобеля, чью премию сейчас вручают ученым. Так вот, они придумали построить судоверфь в Российской империи, чтобы производить лодки. За время работы они произвели несколько подводных лодок с 1912 по 1917 год. Позже, во время обретения Эстонии независимости, они строили более маленькие суда. И в советское время здесь ремонтировали другие суда, которые были повреждены во время Второй мировой войны. Сейчас здесь уже, конечно, как вы видите, арт-пространство, разные ресторанчики, галереи, которые можно посетить, уютненько посидеть с прекрасным видом. При желании можно посидеть в такой уютной палаточке, заказав себе еду.
Протопарк – это фабрика изобретателей, где любой, даже взрослый либо ребенок, найдет, что поделать. Если будете с детьми здесь, то обязательно приезжайте. Здесь дети будут просто в восторге. Потому что здесь практически все экспонаты с очками виртуальной реальности. Тут с ребенком либо самому можно пропасть на целый день. Очень все интересно и увлекательно. Что, испробуем? Снимаешь? Да-да-да. Ставим на место во-первых. Закрываем, включается зеленый свет. Садишься на старый дедушкин велосипед И погнали! и смотрим, насколько разгоняемся. Ну ничего себе, тут спорт-режим включили. А, смотри, тут машинки ездят. А, это прикольная тема. Ты крутишь педали, и твой красный велосипед начинает ехать. Туотса – это самая популярная и бесплатная смотровая площадка Таллина. Отсюда можно наблюдать за Олависта, ратушей и Нигулиста. С 22 ноября по 27 декабря на Ратушной площади Таллина работает рождественский рынок. Ну а с 1 декабря там каждый день ездит Мороз, которому можно прочитать стишок и получить сладкий подарок или же отправить ему письмо. В этом году таллинская ярмарка вошла в топ-10 ярмарок, которые стоит посетить. Здесь вы можете пообщаться с мастерами, найти лучший выбор новогодних украшений, как и положено зимой. На рождественской ярмарке всегда представлен богатый выбор горячих напитков. А всем желающим сытно подкрепиться на ярмарке есть большой выбор рождественских кровяных колбасок, традиционно рождественского жаркого, квашеной капусты и картофеля в любом виде. Ну а более подробный обзор рождественской ярмарки в Таллине смотрите на нашем канале.
Кушать мы приехали в ресторан Лидо. Он прекрасен тем, что можно сразу подойти и набрать то, что ты хочешь, не ожидая долго, пока приготовят его на кухне. Тут у нас салатики различные есть. Вот горячие блюда. Национальная латышская кухня. У нас мясо по-французски. Да. Самообслуживание. Берешь любую, которая понравилась, отбивнушку, сарделечку и кушаешь быстренько, и дальше бежишь смотреть достопримечательности города. За вот это все в Лидо мы заплатили 20 евро. Мы не ждали, пока нам приготовят. Пришли, взяли, сейчас покушаем и дальше пойдем наслаждаться старым городом Таллина. В музее Большой гильдии себя можно почувствовать королем и королевой. Как мило. Большая гильдия является частью Эстонского музея истории с разными эпохами жизни страны. Гильдия была построена в 1410 году и использовалась для разных целей – переговоров, торжеств и праздников, а также собрания членов гильдии. В течение времени функции здания менялись, пока в 1952 году здесь не обосновался Эстонский исторический музей. Помимо выставок, в здании Большой гильдии организуют различные культурные и образовательные мероприятия и концерты. Драматического театра Эстонии находится мастерская перечных печенек. Здесь также проводятся мастер-классы по изготовлению печенек. Давайте зайдем посмотрим, что там. Каждый год в Таллинской галерее дизайна и архитектуры проходит Пипаркугимания – художественная выставка, на которой действует одно строгое правило. Все экспонаты должны быть изготовлены из теста для пипаркукас. Это такие перечные печенья. Пипаркугимания проводится непрерывно с 2006 года, и за это время в ней успели принять участие более 500 художников. Каждый год тема выставки меняется. А если вы знаете эстонский язык, подскажите, что там написано в этом кубе, потому что Google переводчик переводит неправильно, что-то про алкоголь рассказывает.
Мы надеемся, что наше путешествие вам понравилось, и вы для себя нашли что-то интересное в Таллине.